I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим об еще одних планарных наушниках от компании Sivga стоимостью $279. Наушники приходят в небольшой такой коробке с приятным достаточно оформлением. На лицевой части здесь имеется название модели Nightingale, что переводится как соловей, и как обычно здесь сзади указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает планарный драйвер 14,5 мм. Чувствительность наушников составляет 100 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. На раскачку они не сильно тяжелые. Давайте теперь рассмотрим наушники, которые выглядят, на мой взгляд, довольно интересно. Они имеют такую овальную форму и деревянную лицевую панель с надписью Sivga на левом и правом наушнике. Выглядит реально хорошо. И еще также они получили разъем 2 пин, но немного торчащий из корпуса. Поэтому комплектный кабель я бы не стал менять, чтобы все смотрелось более-менее хорошо. 2 пин будет смотреться, на мой взгляд, странно. Также на внутренней части корпуса здесь имеется одно акустическое отверстие, расположенное вот здесь. И еще одно расположено вот здесь, рядом с разъемом 2 пин как раз таки. Ну а сопло у наушников достаточно стандартное и имеет диаметр 0,5 мм. Под ним также есть демпфирующая сеточка, черная такая. Также хочется сказать, что мне понравилось, что здесь есть, по крайней мере, вот такой вот достаточно хороший выступ. Поэтому амбушюры здесь никуда не слетают. Они садятся достаточно плотно и фиксируются реально очень надежно. Ну а с посадкой и эргономикой у наушников все достаточно хорошо. С комплектными амбушюрами в ушах сидят наушники плотно. В принципе, как я и люблю. Ну и конечно, друзья, куда же без аксессуаров. Здесь имеется достаточно хороший такой чехол с надписью Sivga, внутри которого находится вот такой вот медный черный кабель в оплетке, который, кстати, практически не путается. Получил балансный 4.4 штекер с надписью Sivga вот здесь. И коннекторы QDC как раз таки уже для подключения к наушникам. У них имеется маркировка правого и левого наушника, поэтому я думаю, вы точно не спутаете. Заушины сформированы достаточно правильно. Они удобные, ничего на уши не давит. Можно использовать этот кабель вообще без каких-либо проблем. Еще также здесь имеется вот такая пружинка, которую редко сейчас где можно встретить. Ну и конечно, производитель позаботился об амбушюрах, поэтому здесь в комплекте, в этом футлярчике, находятся насадки, похожие на Sony. Я сейчас редко где могу встретить вот эти амбушюры, но они здесь есть. За это, мне кажется, стоит отдать должное производителю, что они позаботились такими достаточно редкими и хорошими амбушюрами. И еще здесь имеются вот такие стандартные силиконовые насадки серого цвета, которые имеют вот такую вот ножку, но они немного мягкие, поэтому не всем, я думаю, они подойдут, но использовать наушники можно с ними без каких-либо проблем. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этой модели Sivga Соловей, планарные наушники. И вот так выглядит график их АЧХ, и сразу на контрасте в сравнении с Keyfine, Кланар. Из предыдущего обзора, я думаю, заметно, что здесь совсем другая настройка и не самая типичная даже для планарных наушников. На низких частотах первое, что здесь бросается в глаза, это вот такой спад. При прослушивании, да, он действительно ощущается, поэтому басхеды здесь, наверное, точно пройдут мимо. Но любители аккуратных, сдержанных низких частот точно будут довольны. И также обратите внимание, то как эти наушники играют достаточно линейно, вплоть до 2 кГц. И вообще они своей настройкой даже мне больше напомнили полноразмерные наушники открытого типа. А вот область верхней середины как раз таки здесь, на мой взгляд, довольно сильно придавили. Для чего, конечно, не особо мне понятно. Так как все-таки я считаю, что небольшое усиление, хотя бы как на моем таргете, здесь было бы очень кстати. Ну а дальше идут более выдвинутые высокие частоты, которые, я так полагаю, нам сделали
для компенсации области верхней середины, чтобы все звучало более целостно и однородно. И я думаю, что производитель Сивга решил сделать что-то действительно такое очень новое среди кучи других планарных наушников с одной и той же повторяющейся V-образной настройкой. Хотя вот Keyfine Clanar были реально хороши. Я могу сказать так, что у Сивга в этот раз действительно получилось сделать что-то необычное, так как звучат эти наушники достаточно динамично, целостно и натурально, как для планарного излучателя. Низкие частоты в них не берут на себя много внимания, а лишь просто стараются аккуратно дополнить средние и верхние частоты своим небольшим весом, но достаточным объемом и умеренной атакой с плавным затуханием. И на удивление даже в меру проработанной текстурной проработкой, которая не берет на себя много внимания, а лишь просто аккуратно дополняет общую картину своим теплым тоном. А вот средние частоты здесь имеют такой более аккуратный, гладкий, нейтральный тон и, например, отлично подойдут для любителей более такого притемненного звучания, где нету излишней яркости и выдвинутой вокальной части и барабанов вперед всего остального. Вокал в них подается очень так сдержанно и достаточно спокойно, с хорошим таким сохранением нейтральности и очень заметным оттенком теплоты. То есть он не пронзительный и при этом имеет хорошее разрешение и проработку артикуляций. Мне также понравилось, что женский вокал вам не даст утомиться при прослушивании этих наушников, поэтому любители более такой гладкой и спокойной подачи будут точно довольны. Ну а верхняя середина в действительности соответствует этому графику, в них она ощущается не крикливой, поэтому микс звучит довольно ровно и ничего не вылезает вперед всего остального, хотя в сравнении с наушниками с Harman Target, конечно, у вас возникнут мысли, что тут что-то не так. Потому что сама подача средних частот получилась здесь неутомительная, чуть немного сглаженная, но приятная на слух. С таким хорошим жирком на нижней середине. И первое время точно нужно будет вам привыкать, особенно после каких-то ярких наушников, к новому такому звучанию, которое может вы даже и нигде до этого и не встречали. И наверняка вам, друзья, интересно, как же здесь обстоят дела вот с этими высокими частотами, которые на графике выглядят довольно странно. И я согласен, но на деле они получились достаточно теплыми и не такими техничными, как в других планарных наушниках, например, Keyfine Clanar из предыдущего обзора. У них здесь есть заметное усиление в 8 и 15 кГц для придания большей четкости и подчеркиванию тарелок, различных послезвучий и добавочного воздуха. Но на деле этот диапазон не ощущается излишне кричащим, утомляющим. И если слушать его на средней громкости, как обычно делаю я, то все довольно ровно. И он также не уходит в какую-то сильную темноту, хотя, конечно, здесь нет суперпрозрачности, аналитичности, так как эти наушники имеют уклон больше в такую музыкальность и жирное построенное полотно. Поэтому особо им и не нужно показывать вам все нюансы в музыке и выводить все огрехи записи вперед. Эти акценты здесь явно будут ни к чему, поэтому они просто отыгрывают эту область комфортно на слух, с хорошим таким разрешением и не сильно затаившейся детальностью. Но звуковая сцена и визуализация в этих наушниках получилась хорошо проработанной по ширине, то есть строится визуально вполне такая оптимальная и правильная сцена, хоть и немного интимная для вокальной части, но все же эти наушники стараются охватить и завлечь вас своей глубокой проработкой глубины, скрасив вот такой вот небольшой нюанс. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков: Сивга Соловей получились очень интересными планарными наушниками с по праву редкой и уникальной даже в своем роде настройкой и собранной натуральной и целостной подачей звучания без излишнего подчеркивания вот на верхней середине, с хорошим, хоть и не самым массивным текстурным басом и продолжительными высокими частотами. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.